Ватсап жителям интернета. Я вообще очень редко интересуюсь модификациями к Half-Life, даже несмотря на то, что я вообще очень люблю моддинг игр на Сурсе. Но все эти Half-Life моды прошли меня стороной. Ну вот как-то так вышло, что недавно мой взор пал на одну очень интересную модификацию. Спасибо за это алгоритмам Ютуба. Мне попалось это видео. Посмотрев всего пару секунд и посмотрев на превью, меня это очень сильно заинтересовало. И я сразу понял, что мне в это нужно поиграть. Перейдя по ссылке, оказалось, что это модификация. Большая коллаба 15 соурс-мапперов, которые собрались и сделали мод из 18 уровней этажей в огромной башне. И за каждый уровень отвечал отдельный маппер, и ничего его не ограничивало. Разве что размер этажа. Но идеи, механики и даже сюжет мог делать сам моддер на свое усмотрение. И если честно, это очень интересный концепт, но лично я заинтересован был конкретно в предпоследнем уровне этой модификации. Именно про этот этаж и говорится в названии видео и на превью. И именно на него будет выделен главный аспект в этом видео. Я, конечно же, для начала пройдусь вскользь по всем другим уровням до него, благо про них не особо много что можно сказать. TWHL Tower Source. Модификация для Half-Life 2 эпизод 2, продолжающая серию карт, сделанных в той же концепции. Много мапперов и много этажей, но только для Half-Life 1. Все начинается максимально обычно. Главный герой рождается около того самого 18-этажного небоскреба, и от нас требуется в него пробраться, чтобы расчистить эту башню от всей нечисти, что в ней поселилась. На самом первом уровне делаем это с помощью нашего союзника, пробиваясь сквозь толпы зомби и комбайнов. И примерно так же и продолжается и на следующих уровнях. На каком-то от нас требуется просто откалибровать наш HEV-костюм, на каком-то перебить парочку комбайнов на глупо выглядящей локации. Ну да, некоторые уровни тут отличаются от остальных своим духом того, что их автор был явный новичок, и таковых тут несколько. В каких-то уровнях нам даже не надо сражаться, например, тут в красивом антураже зараженного помещения просто надо найти все терминалы и нажать на них. А как вам огромный уровень лабиринт, который называется Разум Джокера? Или может вам нравятся головоломки? Тут и это есть. Бегать в дедспейсовском антураже от охотников и кидаться в них шкафчиками за милую душу. Еще головоломки. Или точное повторение начальной сцены из игры One Shot, тут это тоже есть. Отчего на самом деле я был приятно удивлен. Тут так же, как в оригинальной игре, нужно лезть в файлы игры, чтобы решать пазлы. Прикольно. Уровень, который по ощущениям сделал человек, который впервые открыл редактор карт Hammer, это тут тоже есть. По какой-то причине. Поразивший меня левел, который повторяет собой 3 части Resident Evil с PlayStation 1, но только в Half-Life. Также вид откуда-то из-за угла комнаты, инвентарь, много ключей и закрытых дверей, где в конце тебе дают оружие, и ты просто мочишь все, что только движется, и не движется тоже. И уровень перед тем самым, которому я посвящаю сегодняшнее видео. Даже не знаю, как его описать. Наверное, взрывное безумие. Очень, кстати, веселое. Очень контрастирует с тем, что нас ожидает на следующем этаже. И вот он, падший ангел. В отличие от всех остальных уровней в этом моде, тут висит скип-кнопка. Но зачем? Кто в здравом уме будет скипать лучшую часть этой модификации? Я считаю, что только человек без души. И скоро вы поймете почему. Зайдя в коридор, можно сразу понять, этот уровень будет кардинально отличаться от остальных, как минимум стилистикой. Когда все прошлые уровни так или иначе использовали стандартные текстуры Half-Life или CS Source, тут же все пиксельное, словно игры на опять же PlayStation 1. Тут даже стоит автомат с напитками. Вот они, сверху вниз. Бепис, Рипси, Бопис, Бенис, Бепси и Сприти. Чего вы хотели? Импортозамещение. Даже тут. Мы видим перед собой вентиляционную шахту и принимаем одно единственное верное решение. Берем ближайшую отвертку и проламываемся силой. Лезем в вентиляцию и оказываемся в какой-то темной небольшой футуристичной лаборатории. На столах лежат какие-то механизмы, платы. Под одним столом лежит искусственная железная нога, а на столу неподалеку лежит большая бионическая рука, которой не хватает только ладони. Зайдя в склад по соседству, в нем помимо картонных коробок мы находим ключ-карту, и выбор, куда ее использовать, у нас невелик, ибо перед нами только одна дверь с кодовым замком. Войдя в нее, мы оказываемся в коридоре с еще 3 дверьми, а те, что мы не видим, завалены коробками. И все двери, кроме одной, оказываются запертыми, поэтому входим в одну единственную нам данную дверь. И видим такую картину. Тут кто-то есть?
Здравствуй, мистер незнакомец. Что ты тут делаешь? Сюда нельзя заходить посторонним лицам. Что? Дверь закрыта, и тебе нужно через нее пройти? Я бы могла помочь, но... Как ты можешь видеть, у меня нет такой возможности. Если ты мне с кое-чем поможешь, я, возможно, тебе тоже помогу. Вот эта коробка рядом со мной. Возьми, что внутри, и присоедини это ко мне. И мы делаем, что от нас просят. Я, возможно, должна объяснить тебе, что тут происходит. Но... Слушай, это не что-то, с чем может помочь какой-то чужак. Но я полагаю, что у тебя была веская причина прийти сюда. Обычно профессор, папа, занимается этими вещами. Но он не посещал меня уже давненько. Он занятой человек. Уверена, что у него есть причины. И я знаю, где он хранит свою запасную карту доступа. Если найдешь другие мои конечности, я скажу, где ее найти. Я уверена, конечности где-то рядом. Я помогу тебе с поиском. Но мне нужно время, чтобы прийти в себя. Да, конечно, то, что сейчас происходит, несколько странно, но мы искренне хотим ей помочь. Мы можем продолжить с ней диалог. Что, хочешь поговорить со мной? Наверное, догадаешь, почему расчлененная девочка висит на массивной зловещей машине, не так ли? Я уже давненько в таком положении. Но меня это устраивает, потому что мама и профессор были тут со мной. Мы были вместе долгое время, они постоянно ухаживали за мной. Даже если они не могли постоянно меня посещать, это не страшно. Я не воспринимаю время как ты. Мне не становится одиноко. Кстати, я уже давненько не видела профессора. Птицы меня водят время от времени. Уже, наверное, пару дней. И мама, она... Ладно, не стоит об этом говорить. И на этом наш диалог с ней заканчивается. Мы должны пойти искать ее конечности. Но мы же уже помним, что видели ее ногу. Поэтому идем за ней. Забрав ее, возвращаемся к бедной ИИ. Странное чувство. Даже не могу это описать. Я вообще не особо пользовалась этими ногами. Но, возможно, когда-то это поменяется. Когда ты ходил тут вокруг, я кое-что вспомнила. Мама была забывчивым человеком. Она часто забывала пароль от своей комнаты. Можешь подойти к этому компьютеру справа и написать команду для меня? Спокойно повинуемся. Так, теперь нам нужно подождать одну секунду. И... Да-да, совершенно новая ключ-карта. Она должна открыть мамину комнату. Я очень ценю твою компанию, мистер. Я вообще никогда не говорила ни с кем, кроме мамы и профессора раньше. Прости, если из-за этого говорю странные вещи. Хотя эта ситуация была бы весьма причудливой, несмотря на это. Моим родителям не нравилось говорить, почему я была сделана. Пару раз я пыталась их спросить, но делала из-за этого их грустными. Думаю, значит, это не особо имеет значение. А у вас есть о ком заботиться, мистер? Семья, лучшие друзья. Кто бы они ни были, надеюсь, они делают вашу жизнь лучше. На этом наш диалог снова с ней заканчивается. Но теперь, раз у нас есть ключ-карта от маминой комнаты, это отличный шанс туда зайти. Зайдя, мы видим обычную кровать, рабочий стол, шкаф,
коробку, в которой лежит левая рука нашей робо-девочки, вход в туалет и огромный компьютер с абсурдно огромным монитором. И чтобы узнать побольше информации об этом конкретном месте, мы решаемся его включить. И мы оказываемся в виртуальном мире. С двух сторон у нас изображен рабочий стол Windows XP. И нажав на кнопку взаимодействия, смотря на экран, открывается документ от мамы рободевочки. Узнаем, что мать звали Амелия, локоть 7 января 2000 какого-то года. Развитие идет полным ходом. За 12 месяцев не было зафиксировано ни одного эмоционального сбоя. Зрительное распознавание нуждается в доработке для тусклого освещения. Разработка конечностей должна быть завершена в течение следующих 6 месяцев. Осуществление движений было признано недостаточной в ходе недавних стресс-тестов. Извини, что звучит так официально, Артур. Просто привычка со старых времен. Узнаем, что девочку постоянно дорабатывали и тестировали. А еще имя профессора Артур. Затем открываем второй лог. От 12 июня 2000 какого-то года. Разработка конечности идет по плану. Небольшие доработки все еще необходимы. Одна серьезная проблема все еще остается, но Артур сейчас работает над ней. Мы должны начать ремонт генераторной комнаты, большая часть которой сейчас представляет собой голые стены и дерево. Я навела порядок на полке и перенесла все важные вещи на склад. Кажется, я забыла кое-что на самом верху, но с этим я разберусь позже. Последние пару дней я чувствовала себя неважно. Артур сказал мне, чтобы я не перетруждалась и сделала перерыв. Возможно, я просто простудилась или что-то в этом роде. И это последний лог от Амелии на этом компьютере. Как несложно догадаться, то, что она приняла за простуду, ее и погубило. Грустно. Но также мы узнали, что сверху на полке лежит какой-то важный предмет. Но поскольку мы уже взяли из коробки поблизости руку для нашего так называемого ангела, мы идем к ней ее устанавливать. Почти закончили. Мои родители были очень рады дать мне эти руки, но сказали, что они нуждаются в дополнительном тестировании. Профессор был приколистом и показывал мне теневые кукольные представления. Не то чтобы я видел тех животных, которых он изображал, но было весело их представлять. А ты знаешь об оригами, мистер? Я бы могла научить тебя делать бумажного журавля. Слово это было бы легче с двумя руками. В этот раз ты задержался. Ты ходил в туалет или типа того? Прости, что спрашиваю, можешь не отвечать, если не хочешь. Ты уже нашел, как попасть в комнату профессора? Нет? Посмотри в маминой комнате еще немного, там ты найдешь ответ. У профессора и мамы постоянно была запасная карта доступа для комнат друг друга, для крайних случаев. Так, мы можем пойти на поиски или же снова поговорить с девочкой. Мистер, наверное, вы уже поняли, но... Мамы уже нет в этом мире. Все было хорошо, как я помню. Профессор и мама проводили со мной время, потихоньку собирая меня. Все, что я знаю за мою короткую жизнь, это благодаря ним. Но в один момент мама очень сильно заболела, и затем я перестала ее видеть. И в один день ее не стало. Я даже сначала не поняла этого, но потом профессор мне это объяснил, и я была разбита. Смерть — это очень страшный концепт. Несмотря на это, он пытался притворяться, что он в норме, но он едва мог сдерживать слезы. Профессор, папа... Я не думаю, что папа простил тебя за это. Ему не нравилось видеть меня грустной. Поэтому всегда, когда он был рядом со мной, он старался улыбаться и поднимать мне настроение. Но я понимала, что это всего лишь маска. Трудно скрыть свои истинные эмоции, как бы ты ни старался. И даже так, папа силен, даже сильнее, чем он думает. И поэтому я тоже хочу быть сильной, несмотря ни на что. Как и сказала нам девчонка, возвращаемся в мамину комнату, чтобы забрать ключ-карту от папиной. И да, она оказалась сверху шкафа, как и говорилось в влоге, который мы читали ранее. Зайдя в батину комнату, нас сразу встречает локация XJ9 из жизни и приключений робота-подростка. Тут вообще много всяких отсылок. Вон, например, фигурки на полках шкафа, Task Manager из Дельтаруны, Хацуне Мику, Роу Каскет из Мегамена и Блок Рок Шутер. Помимо атаку штуковин, в комнате также есть кровать, непонятный ящик посреди комнаты, стол с чертежами нашей робо-девочки, коробки, накрытые синим брезентом, где, кстати, лежит последняя деталь нашего робо-ангела,
и рабочий стол с компьютером, на этот раз хотя бы адекватных размеров. И мы, конечно же, пользуемся возможностью посмотреть, что на этом ПК есть. Оказываемся в похожем пространстве, как в прошлый раз, когда заходили в компьютер. Читаем первый лог. 3 марта 2000 какого-то года. Прошло около 1,5 лет с тех пор, как мы купили это место. Ремонт был довольно дорогостоящим, но это того стоило, и позволило нам работать гораздо эффективней. Не могу поверить, что она с нами уже почти год. Она была так счастлива с тех пор, как мы наконец-то перенесли ее в тело. Мы говорили, что на данном этапе, наверное, еще рановато, но она этого так хотела, и мы согласились. Я чувствую себя неловко из-за того, что оставил ее так висеть. Но она сказала, что никогда не была так счастлива. Если все пойдет так, как мы планируем, то к концу года она должна быть готова к своим первым шагам. Мы должны упорно работать, чтобы добиться этого ради нее. Теперь второй лог. 30 ноября 2000 какого-то года. Прошел месяц с тех пор, как Амелия покинула этот мир. Все произошло так быстро, что я и предположить не мог, что все закончится именно так. Я в полном беспорядке. Любой прогресс в работе был полностью остановлен. Я просто не могу больше, но я должен. Даже если кажется, что на меня обрушится небо, я не могу ее подвести. Мне удалось найти решение, которое должно стать последней частью, которой нам не хватало. Технология очень экспериментальная, ее нет в открытом доступе. Это будет рискованно. Есть большая вероятность того, что я никогда не вернусь. Но это единственная возможность, которая может мне предоставиться. Если меня постигнет такая участь, и кто-то читает это, пожалуйста, позаботьтесь о моей дочери. Любым доступным вам способом. Не позволяйте ей остаться там навсегда. Спасибо. И, как мы понимаем, Артур после этого сообщения ушел или сделал что-то, из-за чего, так же как и Амелии, его больше нет. И он был готов к этому. Хоть раньше мы уже могли это предположить, но теперь мы точно это знаем. Девочка осталась совсем одна. Но теперь, видимо, нет, раз мы в этой лаборатории. Выходим из-за компьютера. Нам стоит рассказать девочке о грустной судьбе ее отца. Не надо держать это в тайне. Возвращаемся к ней и устанавливаем последнюю деталь. Это должно быть все. Только если я не должна иметь хвоста или 3 руки, или что-то типа того. Ой, погоди, я всегда хотела попробовать это. Звучит не так, как я ожидала. Думаю, звучало бы лучше, если бы мои руки были не из металла. Спасибо большое, мистер. Ты воплотил мою мечту. Думаю, пришло время воплотить свою часть сделки. У тебя странное выражение лица. Ты хочешь что-то сказать? Рассказываем ей правду о профессоре. Понятно. Я думаю, что должна была и сама догадаться. Возможно, я даже уже догадалась, а просто не могла принять правду. Мистер, могу ли я попросить вас о последней вещи? Причина, по которой я подключена к этой машине, требуется определенное количество энергии, необходимое для поддержания работы всех моих систем в течение сколь-нибудь значительного периода времени. Папа пытался найти более эффективный источник энергии до того, как пропал. Он так увлекся этим, что, кажется, забыл позаботиться о самом важном. Как бы то ни было, моих энергетических возможностей хватит только на 10 минут. Но несмотря на это, я хочу тебя попросить отключить меня. Я просто хочу знать, каково это. Сделаешь это для меня? Кроме того, если ты уйдешь, я просто буду висеть тут до скончания веков. А я не хочу этого. И все нормально, я не боюсь. Мы принимаем решение ее отключить. Тут даже запускается полноценная касцена. Ой. Все в порядке, я сама могу встать. Мистер. Раньше мне не удавалось как следует тебя разглядеть. Что это за дурацкий костюм? Ладно, побежали, пока у нас еще есть время. Я думаю, это должно сработать. Вот и оно. Это последняя ключ-карта, которая тебе нужна. Я пойду проверю папину комнату. Там есть что-то, что мне нужно разъяснить. И вот девочка ушла, а мы остались в комнате Амелии. Не то чтобы нам оставалось что-то тут делать, поэтому просто идем вслед за девочкой. Заходим и видим, как она уже сидит за компьютером. Ох уж эти дети, им бы лишь в компьютер поиграть. Я поняла. Думаю, это имеет смысл. О, привет снова, мистер.
Я тут просто смотрела одну вещь, которая меня заботила. Ничего, о чем тебе следует волноваться. Тебе нужно идти дальше, да? Я немного порылась в этой куче хлама и нашла тут довольно прочную штуку. Красную металлическую палку. Я думаю, она довольно прочная, чтобы сломать те ящики около выхода. И да, вы правильно поняли. Это монтировка. Но автор карты даже ее сделал в пиксельном стиле. Прикольно. Ну, думаю, на этом все. Все эти вещи вокруг... Папа был тем еще кадром, верно? Думаю, это объясняет, почему я выгляжу именно так. Мама стояла за всей этой мозговой логикой при создании меня. Нельзя просто так взять и создать искусственный интеллект, понимаешь? А папа стоял за созданием моего тела. Как минимум, это то, что мне рассказали. В любом случае, ты выглядишь уверенно с этой штукой в руках. Так будто бы оно для тебя и было сделано. Ой, у меня начинает крушиться голова. Ай. Мистер, можешь привести меня в мамину комнату? У меня в глазах двоится. И несем ее на руках прямо в кровать Амелии. Спасибо еще раз, мистер, но... Я не просила укладывать меня. Я не ребенок, знаешь. Думаю, моя зарядка почти закончилась. Теперь, когда я думаю об этом, не было особого смысла собирать меня заново. Но это все равно приятно. Кстати, мистер, я не думаю, что спрашивала у тебя имя. Но опять же, я и своего тебе не говорила. Вообще, я не думаю, что оно у меня вообще есть. Я помню, мама с папой много раз об этом говорили. Но в конце концов они ничего не придумали. Они обычно звали меня милыми вещами по типу «мой маленький ангел» и типа того, что меня вполне устраивает. Следует, что я могу называть тебя просто мистер. Маме с папой, наверное, было бы грустно видеть меня вот так. Жаль, что я не могу извиниться. Даже если в этом нет моей вины. Хотя они тоже, наверное, были бы рады видеть меня свободно ходящей, пусть даже ненадолго. Они так сильно трудились, чтобы подарить мне жизнь, и я им за это очень благодарна. А также я благодарна и тебе, мистер. Боюсь представить, что было бы, если бы ты никогда не пришел сюда. Я бы, наверное, просто сдалась из-за отсутствия поддержки, так и не узнав правды. Как ты вообще нашел это место? Ты что, пролез через вентиляционную шахту? Это не то, что делают нормальные люди, знаешь. Хоть бы ни была твоя цель, ты выглядишь довольно решительным. Я тоже хочу стать когда-нибудь такой. Ну, я думаю, вот и все. Спасибо за то, что провел время со мной, мистер. Было приятно иметь возможность с кем-то поговорить. Мама, папа, спасибо вам за все. И она отключается. Это все? Теперь нам нужно просто уйти? Немного походив по лаборатории, поняв, что тут больше нечего делать, я немного избил монтировку уже лежащую без сознания рободевочку, и после чего я сломал коробки, мешающие выходу. И... нам дается выбор. Главный герой, чуть-чуть стоя у выхода, ломается. Стоит ли ему уходить или еще немного осмотреться в лаборатории? И если мы просто уйдем... за нами захлопнется дверь, и мы просто пойдем дальше, оставив ангела лежать в кровати до скончания времен. Ну или пока комбайны не решат разобрать ее на части, хз. Не забывайте, мы все еще находимся во вселенной Half-Life. Открываем дверь ключ-карты и просто идем на следующий уровень. Но если мы не хотим быть настолько хладнокровной мразью, мы можем зайти в комнату Артура и сломать тот самый подозрительно лежащий ящик посреди комнаты. В нем окажется кабель с очень знакомым штепселем, который, очевидно, подключается к телу девочки. Мы его берем. И вместо того, чтобы сразу идти и пытаться что-то с ним делать, мы решаем поступить более-менее по уму и почитать все эти заумные книжки, лежащие на полках шкафа. Закончив наше некороткое потребление новой информации, идем обратно в комнату Амелии, чтобы подключить нашего робота к абсурдно большому компьютеру. И... это срабатывает. Перед нами на мониторе предстает пиксельное лицо нашей рободевочки. Доброе утро? Погоди-ка, что-то не так. Мистер!
Что ты сделал? Тебе не нужно было. Ты вообще понимаешь, насколько это было опасно? Я могу просчитать 1000 вариантов, как все могло пойти не так. От случайного стирания данных моего ядра до стирания всего сервера. Ты подверг работу моих родителей к сильной опасности. Просто чтобы спасти меня. Это того не стоило. Перенос ядра очень сложный процесс. Это не то, что ты можешь делать просто по прихоти. Тот факт, что тебе удалось это провернуть... чудо. Знаешь, это навеивает воспоминания. Ты, наверное, уже знаешь, но у меня не всегда было тело. Мои первые воспоминания начались здесь, в этом компьютере. Честно говоря, я находила это довольно скучным. Но теперь, когда я снова здесь, я не чувствую особой разницы. Погоди, стоп. Ты открыл мне доступ в интернет? Мама никогда не говорила мне пароль. Она говорила, что интернет полон плохих людей, и она не хотела, чтобы они на меня плохо повлияли. Что, возможно, правда. Но если есть плохие люди, это не значит, что нет хороших, верно? Плохая сторона может быть громкой, но ты не должна обесценивать хороших людей, которым мне все равно. В нем есть столько информации, так много дискуссий, сообщества. У меня есть полный доступ к этому компьютеру. Может, мне стоит подобрать хобби? Как думаешь, что подойдет ко мне? Может быть, мне стоит выбрать рисование? База. Или начать делать музыку? О нет, еще один вокалоид. Цифровой певец. Уверена, до этого еще никто никогда не додумывался. Прости, я немного увлеклась. Мамы и папы больше нет, и, возможно, у меня никогда не будет шанса стать настоящей девушкой, какой они хотели меня видеть. Но я думаю, что и так все будет хорошо. Возможно, это последний раз, когда мы с тобой видимся, мистер. Спасибо за все. Я этого никогда не забуду. Тебе, наверное, уже надо идти. У меня такое чувство, что у тебя еще так много трудностей впереди. Желаю тебе удачи. И в принципе все. Мы уже можем идти со спокойной душой того, что не оставили бедную девочку в небытие, а в интернете. Что я бы сказал, наверное, хуже, но она хотя бы существует. И, судя по всему, собирается вокалоидом стать. Ну, удачи ей, лол. А, точно. Нам же нужно сделать еще кое-что. Попросить у нее диск от Half-Life. В этом моде на каждой карте есть секретный диск с Half-Life. И если собрать их все, то у тебя будут открываться секретные уровни. И чтобы его получить тут, надо всего лишь с ней поговорить еще раз. Ну и теперь мы уже точно можем идти отсюда. О, мистер, снова привет. Я знаю, что у нас было милое прощение и все такое, но я вспомнил кое-что важное. Коды на этом этаже меняются каждые 6 месяцев. Ключ-карта, которую я тебе дала, имеет всего один код, который я помнила, который, вероятно всего, устарел как минимум на пару лет. Хорошая новость заключается в том, что ты дал мне больше доступа к этому месту, чем следовало бы. Секундочку. Вот так вот. Это должно открыть ее. Еще раз. Спасибо за все. И удачи тебе там. Надеюсь, мы с тобой еще встретимся. И на этом карта заканчивается. Мы уже спокойно можем пройти и попасть на следующий уровень, уже сделанный другим человеком, который в свою очередь является заключительным в этом моде. Там нам нужно просто пострелять в зомбарей и потом комбайнов. Значит, я считаю автора этой карты, кем, кстати, является Xenus22, реальным гением. Сделать нечто такое, как бы простое, но одновременно сложное и вызывающее на эмоции, надо постараться. Хотя, наверное, казалось бы, заезженный сюжет, где пара, у которой нет возможности иметь детей делают своего Пиноккио, да. Много где использовалось, но все равно дают прочувствовать это все. И не только мне. Казалось бы, у мода 18 уровней, но почти все говорят только об одном. Об 17-м. И то, как он довел людей до слез. Но, честно говоря, у меня мужская скупая слеза тоже пошла, не буду скрывать. Как бы я сказал будущее каким-нибудь американцам, этот модер реально приготовил. Так, закончив с моими чувствами, давайте перейдем к моим вопросам, разбору и подобному. Первое, что я сделал после прохождения этой карты, я решил задекомпилить все это и посмотреть, что я мог пропустить и как там все работает. И на удивление, тут нет никаких суперсложных команд. Тут все сделано на инструментарии, который Valve спокойно дает с движком. И все это сделано без знания языков программирования, ну как я понял. И это просто охренеть. И еще, летая по карте, я заметил вход в туалет, который на самой карте закрыт. И, видимо, его можно как-то открыть, но я не понял как. Но в этом туалете в 4 белых стенах в углу сидит бибизянка из Мегамена.
но не буду ей мешать. Ну а если разбирать сюжет, честно, не совсем понятно, насколько весь этот уровень связан со вселенной Half-Life. Например, можно сделать предположение, что Артур и Амелия — это обычные жители Сити-17 или какого-нибудь другого города, и из-за подавляющего поля у них не было возможности сделать настоящую дочь, из-за чего они пошли на такой авантюрный шаг. Но однако это разбивается наличием тут интернета, про который говорит девочка, когда попадает в компьютер. А во вселенной Half-Life интернет пропал вместе с прибытием на Землю комбайнов, как мы знаем. Ну, как я говорил в самом начале, у создателя карты нету обязательства следовать какому-то определенному сюжету или канону, поэтому он спокойно мог придумать свою вселенную внутри этого уровня. И я его типа не виню или типа того, как по мне, это очень круто. За такое маленькое время геймплея автор карты такс отлично смог прописать драму и персонажей. И после всего этого так странно видеть, что Xinus 22 добавил кнопку скипа карты. Мне кажется, что это не нужно было делать. Ну а если говорить о самом авторе карты, вот его страничка в Твиттере, например. Чел, кстати, из Норильска, который делает просто офигенные модели анимации в этом крутом пиксельном стиле. Я, кстати, фанат подобного, очень хочется делать нечто похожее. Ну и как выяснилось, видимо, и карты он тоже прикольные делает. Вот, кстати, его страница мастерской Стима. Как видим, для Гаррис Мода он тоже сделал немало. Очень милые модельки персонажей. Особенно вот это. И необычные карты. И после всего этого возникает вопрос. Будет ли продолжение истории про эту робу-девушку? И как об этом сообщил сам Xinus 22 в своем твиттере, отвечая человеку из какой-то необычной страны. Не убивайте меня за эту шутку, пожалуйста. Скорее всего, да. Поэтому лично я буду ждать каких-либо новостей об этом. Сегодня я вам рассказал о таком прекрасном авторе и показал его, как по мне, крутейшую работу. Ну и про сам мод, конечно. Правда, вскользь. Но я не могу. 17 этаж с собой просто затмевает все остальное, настолько он крутой и отличается от предыдущих. Значит, если хотите ознакомиться с творчеством Xinus или скачать сам мод, все ссылки я оставлю в описании. И еще там будет моя телега. Я там выкладываю всякое. С вами был Картон. Peace.